Ну что, вот я пришла под дерево, и здесь у нас растет так называемый салат шахтера или miner's lettuce. Сейчас я вам покажу поближе его. Еще его называют зимний шпинат. В конце зимы и начало весны как раз период, когда его нужно собирать и есть. Растет он такими розетками. Здесь прямо целый пучок. Несколько их здесь. Такой вот. Тут два. Витамины. Витамины. По вкусу как шпинат. Это вот небольшой, а вот здесь я сорвала под деревом, под дубом. Этот уже огромный. Prime rib. Prime rib. She's getting you a Caesar right now. Thank you. You're welcome. Okay. We're watching you. How does it taste? Medium rare. Melted in your mouth? Would you like some? No. Я сегодня не голодная, но мясо тает во рту. Средняя прожарка. Мы приехали в Костко и решили поужинать заодно. Здесь такой стейкхаус. И мы решили, что мы поужинаем прямо в баре, побыстрее будет. И вот за таким столиком сидим. Oh, thank you very much. Я заказала салат Цезарь. Так, вот у нас цена за Prime Rib. Вы видели, какой кусманище это был? Муж гремит, что-то там готовит, а я вышла на улицу. У нас утречко, такое приятное утро. Но такая туман и дымка. Почему я вышла на улицу? Хочу вам показать вот эту грудинку. В Америке называется это брискет. Что это такое? А это у нас, читаем, corn beef brisket или грудинка, тушенка, короче говоря, тушенка. И вот ее цена. Здесь у нас примерно кило 360 граммов. Видите, 3 и 30 паундов. В Америке вот так, ЛБ это паунды. За 1 паунд цена и общая стоимость, видите. И традиционно перед Днем Святого Патрика, который в Америке считается праздником, правда, не выходным. Пришел он из Ирландии, и, кстати говоря, я посмотрела в интернете, он отмечается даже в России, только отмечается он 30 марта. Муж сегодня будет готовить. Вот здесь полностью написана инструкция, как его готовить. Это мясо, оно уже со специями и в специальном рассоле. И вот перед Днем Святого Патрика на такое мясо, на эту тушеночку всегда скидки. Поэтому люди берут по нескольку. Мы, например, взяли 2. 1 положили в морозилку
а один сегодня муж приготовит. Как он это будет готовить, я вам покажу. Это вкуснятина неимоверная. Муж начал готовить корн-биф. Залил водой, ничего добавлять не надо. Пока. В самом конце добавляем лук, морковку и капусту за 10-15 минут до конца, как я уже, наверное, сказала. А вот эти все специи, вы видите, это все входило в этот пакетик. Keep eating how many hours? 4 hours. 4 часа. Окей. Капусточка готова. Целый качан капусты. Так, смотрим, что у нас здесь. Там я вижу уже морковка. And onion? I didn't put an onion. Okay, no onion. You Carrot. want onion? I can. No. Okay, no onion. Okay, guys. Смотрим. У нас здесь продается такая молодая капусточка. Таких, знаете, кочанов, как зимняя капуста, вот в России была. Здесь такой и нет, поэтому наша здесь капуста, она готовится 5-7 минут. Если у вас более жесткая капуста, то вы сами определяете по вкусу, как вам нравится. Эту капусту, вот нашу, если полчаса, например, тушить, то она просто в пюре превращается, и мы не очень такое любим. With success. Вытаскиваем грудинку. Грудинка — это жир, весь с нее был срезан еще до того, как ее замариновали. То есть это мяско. Я раньше думала, что грудинка — это только та часть, где много, знаете, сала. Вот как грудинка мы жарим. А это реберная часть. Окей? И вот такая красота получается. Накладываем в тарелки и будем кушать. Приятного аппетита! Так. Горчичка. Ну да, люди любят с горчичкой. Некоторые. Окей. What do you think? Fantastic. Окей, бон аппетит. Весной традиционно мы ездим по округе, где-нибудь в Калифорнии, может быть близко, может быть далеко, и смотрим природу, смотрим цветение диких трав. И в этот раз мы приехали в национальный монумент Карризо Плейн. Это охраняемая территория площадью более 206 тысяч акров в Калифорнии, известная как крупнейший сохранившийся участок коренных лугов штата. Это удаленное место, прозванное местом тишины, знаменито живописнейшими пейзажами, включая озеро Сода, разлом Сан-Андреас, богатую дикую природу, сезонное суперцветение и древние наскальные рисунки.